Друзья, здравствуйте! Прямо в эти минуты в России пылает крупнейший завод по производству шахедов. Вооруженные силы Украины продолжают бомбардировку, уже объявлена эвакуация. Тем временем Трамп отправил в Россию тайное послание о конце войны, а Зеленский на фоне громкого коррупционного скандала уволил своего ближайшего соратника Андрея Ермака. Обо всем этом мы не только говорим сегодня с американским политиком Борисом Пинкусом. Дорогой Борис, здравствуйте, рад вас видеть, спасибо, что нашли время. Добрый день, дорогие. Дякую. Рад быть на вашем канале, как всегда. И о мирном плане Трампа, и о тайных переговорах, обо всем этом, и, конечно, об отставке главы офиса президента Зеленского Андрея Ермака поговорим, но не могу не поделиться радостной новостью. Вот прямо, когда мы с вами говорим, Россия в огне после удара по заднему двору Путина в Подмосковье, после бомбежки Краснодарского края, от которой Симоньян там с детьми пряталась под лестницей, как она говорит, вооруженные силы Украины добрались до Татарстана, до того самого завода по производству шахедов. Пылает так, что тушат с вертолетов, эвакуация идет, десятки людей эвакуированы, уже кто-то находится внутри горящего здания. Дорогой Борис, последние дни мы просто видим какой-то сумасшедший, невиданный доселе, интенсивность, невиданную доселе ударов по территории России. Как вы думаете, с чем это связано? Летят, кстати, не только уже украинские беспилотники, но и ракеты, причем не только украинские, но и американские атакамсы. Да, тут очень многое, знаете, связано с этим. Самое главное, скажу для наших украинских слушателей, для патриотов Украины, Америка никогда не прекращала помощь Украине. Никогда. Даже тот же Трамп, который напоминает нам по своему поведению американские горки, то вверх, то вниз, все равно он никогда не прекращал оказание помощи Украине, при всем том, что сегодня у меня его жажда именно заключить сделку с Путиным вызывает ярость у меня личная. Я бы не знаю, что бы я сделал, позволь мне Господь, с этим трампушей. И тем не менее, давайте постараемся быть максимально объективными. Трамп, который за эти 10-11 месяцев своего пребывания в Белом доме ни разу не запрещал стрелять Украине по глубинным территориям России, что делал, например, Байден. Это первое. Второе. Именно Трамп дал команду Пентагону заключить контракты с теми корпорациями американскими военными, которые выпускают два вида спецкрылатых ракет. ИРАМ, о которых мы с вами не раз говорили, и Sunrise. Это очень важно. Они были, правда, приостановлены недавно из-за шатдауна. И тем не менее, прошу прощения, они сегодня уже в работе снова. Это первое. Плюс к этому, насколько мне известно из достоверных источников, есть отдельные виды вооружений, в том числе и ракет, которые поставляются без объявления. В том числе те виды ракет, которые просто испытываются на полигонах Украины впервые в военных условиях. Это имеет место. Этого нельзя отрицать. И все же, давайте будем говорить по большому счету. Честь и хвала великому ВСУ, который сегодня вы привели пример из Татарстана. Это потрясающее достижение. Я уверен, мы еще будем свидетелями многого другого хорошего, показывающего силу и мощь ВСУ. И все же меня сегодня, так же, как и многих из вас, волнует другое. Это маниакальное желание Трампа скорее заключить какой-то мир, сделку с Путиным. Причем по большей части не учитывая интересов Украины и тем более перепрыгивая через голову лидеров европейских стран. И это еще собственных избирателей, дорогой Борис. Тут я хотел я к этому вернусь. Позвольте, что последние исследования показывают феноменальные цифры. Это очень приятно слышать, что 80% именно избирателей Трампа, не в общем всех американцев, они поддерживают военную помощь Украине, наказание для Путина, а более половины опрошенных за предоставление Украине томагавков. Да, я хотел эти цифры привести в связи с тем, что я сказал. Вы опередили немного, и тем не менее Трамп, конечно, сам себя загнал в угол. Почему, ребята, я вам буду предельно откровенным, идет борьба.
вокруг Трампа самого, в его окружении. С одной стороны, вот это крайне правое радикальное крыло, возглавляемое не кем-нибудь, а Венсом, тем самым Венсом, который люто ненавидит и Украину, и Израиль, я ничуть не сомневаюсь. Тот самый Венс, который, не дай бог, если окажется на месте Трампа, Третья мировая война неизбежна, и конец Америки. Это 100%, не дай бог, чтобы такие, знаете, вот отмороженные, как Венс, окажутся в Белом доме. Вот это с одной стороны, а я вам напомню, Венс возглавляет группировку, куда входит и Стив Беннон, их идеолог, Руперт Такер Карлсон, о которых мы говорили. Там есть еще, но, слава богу, одна из отмороженных сегодня уже выпала из обоймы, некая Межа Тейлор Грин, антисемитка и антиукраинка, между прочим. Слава богу, она уже объявила, что она уходит из Конгресса с 1 января, осталось немного, но она уже, заткнув рот, сидит уже, не выпендривается. Но есть другие несколько менее известных общественностей. Одна из них есть такая Анна-Мария Луна, есть такая, Анна Полина Луна, есть такая мексиканка от наркоманов родителей во Флориде, которая, кстати, в последнем заезде вот этого Дмитриева, КГБшника, посланника Путина, она с ним встречалась. Она с ним встречалась у нас во Флориде и даже принимала подарки от этого Дмитриева в виде конфеток, шоколадных конфеток с афоризмами Путина. Вот она тоже входит в эту группу. Но еще будут расследования, я в этом не сомневаюсь. Во всяком случае, мы лоббируем, чтобы познали, кто она такая и почему именно она имеет доступ к таким представителям, одиозным представителям Путина, как вот этот самый Дмитриев, да еще с послом России она общается, между прочим. Короче, много у нас вопросов, и они рано или поздно будут рассмотрены и доложены мировой общественности 100%. Да, и вот есть другая группа, которая настоящая американская группа, она за Украину, она защищает наши ценности американские, защищая Украину. Конечно, и в нее входит Марко Рубио. Тот самый Марко Рубио, который, знаете, вот ценой неимоверных усилий сдерживает себя, не протестуя против Трампа. Он не может пока, потому что, зная просто элементарную непорядочность Трампа, который может его просто вышвырнуть на улицу и со всеми вытекающими последствиями. И он сдержан. И тем не менее, вы знаете, я скажу, что Марко Рубио прекрасно знает о настроении в нашем обществе. Вот вы привели цифры. 83% знаете, у нас республиканцев, я подчеркиваю, республиканцев, это опора Трампа. Опора Трампа, без нее он никто. Вот, за неукоснительную помощь Украине эта цифра растет, между прочим. Буквально пару недель назад там было 73%, сегодня вот более 80%. А в целом по стране 64% американцев, независимо от партийной принадлежности, за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы. И это сегодня, ребята, сегодня у нас конец 2025 года. И остается буквально меньше года до промежуточных выборов в Конгресс, где будет решаться судьба. Я вам скажу, не менее, знаете, важные выборы, не менее важные, чем, например, президентские выборы в 2028 году. Не менее важные, ибо поменяйся ролями демократы и республиканцы, хотя бы в нижней палате, и все, Трампу импичмент будет обеспечен 100%, не будем говорить, правильно это или нет, большинство это может сделать, и тогда Трампу выкинуть они его из Белого дома не смогут, и тем не менее это очень скажется на наследии Трампа, чем Трамп маниакально болен. Он все время мечтает о том, что его наследие должно быть таковым, чтобы должны быть везде памятники, чуть не на каждой улице, каждого города, с каждой деревни. Вот это мечта Трампа. Сразу возникает вопрос, Борис, так что же это означает? Украина может получить те самые томагавки, раз за это голосуют условно более половины избирателей американского президента? Совершенно верно. Вот это все идет. Но это будет другая причина. Подождите, ребята. Я сейчас вам расскажу, почему Трамп будет вынужден дать томагавки. Мы сейчас к этому подойдем.
Теперь смотрите, я сейчас перечисляю общую атмосферу внутри нашего общества. Я вам напомню, что мало того, рейтинг Трампа самый низкий за всю историю Америки вот за это время. 36%, ребята. Это в какие рамки? Это где это слыхано? Чтобы президент такой великой страны сегодня, когда мир переживает такие катаклизмы, Ближний Восток, Украина, и когда у Трампа нет успехов, вот вы знаете, я вам прямо скажу, за рубежом, вот при всем том, что он вот восхваляет себя, там 8 мирных договоров он смог сделать, избежать 8 войн, как он говорит, и вот сейчас самое трудное украинское, и он ее тоже решит, и уже дедлайны дает, например, дал, значит, в качестве, знаете, красной линии даты он дал, например, 27-е, это вчерашнее было, число, и оно уже превзошло. Теперь Трамп, не получив желаемого результата по достижению договора между Украиной и Россией, уже он говорит, нет границ, нет временных границ, значит, когда это достигнуто будет, тогда мы и примем. Вы посмотрите, какая, знаете, некомпетентность, знаете, признание собственной неспособности здраво мыслить, соизмерять свои возможности и, соответственно, планировать свои возможности. Ибо, вы знаете, ты не можешь начинать войну, не зная, как ты ее будешь вести. У него принцип один: давай начнем, а там посмотрим. Вот этот принцип приводит к полнейшему провалу. Вы знаете, на общем фоне, если я вам добавлю, я сейчас перейду к Украине, но я не могу не затронуть Украину, пока не скажу о Ближнем Востоке, потому что там у него провалы полнейшие. Конца войне, которую он уже объявил, на Ближнем Востоке нет. Сегодня Израиль вынужден атаковать вот эти террористические группировки даже в самой Сирии. Вот эта жажда быстрее заставить Украину сесть за стол переговоров, причем унижая себя, унижая Америку, идя на поводу диктатора Путина, вместо которого не за столом переговоров, а на скамье подсудимых, ты тем самым продлеваешь жизнь диктаторскому режиму. Это самое страшное. Да, вот как раз это самое страшное. Витков же едет как раз в Россию на переговоры с Путиным, и якобы, как пишет Wall Street Journal, да, ну то есть это одно из главных медиа, которое поддерживает республиканцев, что именно Витков может там передать сигнал Путину о том, что Трамп готов признать контроль России над Крымом и какими-то оккупированными территориями Украины для того, чтобы остановить войну. То есть снова все Путину, снова поблажки, снова умиротворение. И Путин прекрасно этим пользуется. И вот вчерашнее заявление Путина. Мы не отступимся ни на йоту до тех пор, пока Украина не сдаст неоккупированные территории хотя бы Донбасса. Хотя бы. Это стратегически важно для Украины. Это исключено полностью должно быть. И это говорит Путин открыто, будучи уверенным, что его требования Трамп примет. И начнет давить на Зеленского. Вот это самое страшное. И причем, обратите внимание, несмотря на то, что произошел слив, это бомба, которая разорвет администрацию Трампа, вы еще увидите. Конгресс это так просто не оставит. Опубликование прослушки, записи переговоров Виткофа с этим Ушаковым. Вы что думаете, когда он наускивает Ушакова, как надо вести переговоры с Трампом, чтобы замаслить его, чтобы достичь желаемого. То есть это он дает стратегическую дорогу. Можно трактовать как государственную измену. На самом деле. Абсолютно, абсолютно. Это настоящий Витков-гейт. Это должно, и оно будет раскручено самими республиканцами, запомните это. Это так просто незамеченно не пройдет. Абсолютно. Америка так просто это не забывает и не обходит это. Это очень важно. И несмотря на вчерашнее заявление Путина в Киргизии, когда он был, и заявил публично, что мы как бы атаковали, так и будем атаковать. И до тех пор, пока Украина не сдастся. Вы посмотрите. И после этого еще Витков уехать? На что рассчитывает Трамп? На что? Ну, конечно, честно говоря, позиции наши с вами, Украины, немножко ослабевают, сильно ослабевают в связи вот с этим, ну, знаете, вот набирающим новые обороты коррупционным скандалом.
А вот, дорогой Борис, сейчас, извините, Да. я хочу, чтобы наши зрители тут написали свое отношение вообще к коррупционному скандалу, который охватил верхушку власти. Зеленский отправил Ермака в отставку. Что думаете об этом? Напишите, друзья. Точно так же, как разделяете ли вы праведный гнев Бориса Пинкуса по поводу поведения и высказываний Дональда Трампа? Верите ли вы в то, что он сможет в итоге остановить войну? Получит ли Украина атакамсы, да, томагавки точнее, да, и все слова поддержки силам обороны Украины, друзья, все это напишите в комментариях. Точно так же, как и комплименты Борису Пинкусу за его прекрасный галстук вместе с синей рубашкой, друзья. Подпишитесь Украина. на YouTube-канал Бориса Пинкуса, ссылку найдете в описании, лайки, друзья, это очень важно. Хочется, чтобы большее количество людей услышало то, о чем мы сегодня говорим. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 250 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Вот здесь как раз, да, дорогой Борис, мы переходим к еще одной очень важной теме сегодняшнего дня. Это отставка главы офиса президента на фоне коррупционного скандала. Он ведь должен был уже чуть ли не завтра ехать на переговоры с американцами в Соединенные Штаты Америки. И здесь вот происходит это. Ну, во-первых, отставка, конечно же, не случайна. Зеленский зря переоценивал свое влияние. Ну, допустим, он понимает, насколько он популярен внутри Украины. Это понятно. Хотя его рейтинг значительно упал, но все же его рейтинг намного выше, чем любого другого политика сегодня в Украине. Этого отрицать нельзя. Но этого недостаточно для Зеленского, чтобы убедить, во-первых, мировую общественность, друзей Украины, как в Америке, так и в Европе, убедить в том, что у него все в порядке, что то, что, к сожалению, высказано Зеленским по поводу того, что это российское КГБ работает, и, к сожалению, американцы клюнули на это, как недавно, буквально несколько дней назад Зеленский заявил, когда речь зашла о требовании, значит, ряда общественных организаций Украины о подставке этого Ермака, и Зеленский отверг это. Так вот, сегодня дело дошло до того, что 1000 раз спасибо, низкий поклон НАБУ. И знаете, прокуратуре украинской, которая настойчиво проводит работу, которую они обязаны делать, и, видимо, имея уже неопровержимые доказательства, которые они нашли уже, проведя обыск в доме самого Ермака, они были вынуждены просто дать понять Ермаку: дорогой, мы не просто тебя там обыскиваем, мы знаем, что мы ищем, и мы кое-что уже имеем. И это было, конечно, предъявлено Зеленскому. После чего Зеленский уже не имел никаких оснований продолжать защищать Ермака. Так что произошло, знаете, вот правосудие пока. Да, давайте не будем забывать великую американскую демократическую поговорку. Она гласит: «You are innocent until proven guilty». Ты не виновен, пока не будет доказана твоя вина. Да, отставка Ермака еще мало говорит о том, что он виновен. И тем не менее, я не думаю, что НАБУ может вот так вот взять на себя ответственность, поверхностно подойти к этому. Вы знаете, я воодушевлен, я 1000 раз говорю спасибо великому украинскому народу, который сегодня, как никогда, находясь в тяжелейших условиях, когда предают даже союзники в лице Европы и Америки, в самые тяжелые времена, когда Европа, вот смотрите, путинский режим знает, чего он хочет, то есть порабощение всей Украины.
Украина знает, чего она хочет – защитить свою землю. А вот Европа во главе с Трампом по сей день не знает, чего они хотят. Абсолютно. Еще ни разу та же самая Европа, Европейский Союз из 27 стран или страны-члены НАТО из 32 стран ни разу единым голосом не сказали, что они хотят помощи Украине до полной ее победы. Такого еще не было никогда. С 24 февраля 2022 года. По сей день Европа и Америка не знают, чего они хотят. Нет главной цели, которая должна быть одна – помочь Украине вернуть оккупированные территории всего лишь навсего. Границы 91 года. Вот этого нет, никогда не сказано никем по сей день. В этом вся беда. Так вот сегодня, когда Украина оказалась перед, знаете, на пороге тяжелейшей зимы, когда Путин, вдохновленный вот этой уступчивостью, знаете, я бы даже сказал, с трусостью Трампа, опять, когда Трамп начинает вновь заигрывать с Путиным, и даже вспоминая, я хочу вам напомнить, буквально 4-5 дней назад он вспомнил позорные свои слова, которые он произнес 28 февраля в овальном кабинете, упрекая Зеленского, что у него нет козырей, что нечем ему похвастаться. И вот он позавчера, буквально 2-3 дня назад, опять вдруг это вспомнил. Позорно. Вы понимаете как? И на этом фоне Путин получает допинг от поведения Трампа, воодушевленный. Он начинает усиленно всеми доступными силами атаковать Украину, где только можно. Киев, Одесса, кто хотите. Главная цель – энергетические объекты, чтобы погрузить Украину в холод и в темноту. Вот в это цель сегодня Путина. Так вот, на этом фоне Трамп, есть слухи. Я еще не уверен, насколько это правдоподобно, но вероятность, видимо, правдоподобности этих слухов есть. Есть слухи о том, что Трамп специально, используя кооперацию НАБУ с FBI, нашими спецслужбами, которые работают в Украине сегодня, помогая FBI, специально сегодня, знаете, вот занимается нажимом на Зеленского изнутри, вбрасывая на поверхность те коррупционные скандалы один за другим, с тем, чтобы Зеленский сдался, чтобы Зеленский сказал: баста, я больше не могу, я принимаю любые условия Трампа, Путина. Но при всей мерзопакостности вот этой идеи, в которой очень не хочу я верить, честно говоря, потому что если такое есть, я вам гарантирую Трампу импичмент с обеих партий. Это 100%. Рано или поздно кто-то этим будет заниматься. Обязательно. Не только демократы, которых, к сожалению, пока нет. Я вам вернусь к этому вопросу. Самими республиканцами они это затеют. Самый наглядный пример. Вы посмотрите, какое число республиканцев изнутри против Трампа. Не только те, которые, вот видите ли, скоро заканчивают свою каденцию там и уходят. Один из них, например, Бейкон, большой друг Украины, из Небраски, конгрессмен, который уже объявил, что не будет переизбираться. Но если он уйдет уже 1 января, ребята, вы не представляете, что может произойти в республиканской партии. У нас сегодня преимущество над демократами всего в 3 голоса. Это отмороженное. Мэджор Тейлор Грин уже выпала. Значит, осталось 2 голоса. А если Бейкон уйдет, останется 1 голос. А если вот из оставшихся голосов, то есть останется 215, значит, 218 было, 215 останется, а их сегодня демократов 214. Так вот, при многих раскладах на голосовании я не исключаю, что минимум 1, а то и 2 республиканца не поддержат предложение, внесенное демократами, которые будут направлены, конечно же, против решений Трампа.
И более того, они могут инициировать процесс импичмента еще до выборов, друзья мои, до выборов, которые будут иметь место 3 ноября 2026 года. Таким образом, еще до выборов они начнут, знаете, создавать головную боль Трампу. Еще какую? Вы представляете, еще за 2,5 года к тому времени, до окончания срока Трампа, это вы не представляете, к чему это приведет, к какому хаосу внутренней нашей элиты политической может это привести. Так вот, Трамп, я теперь перехожу к более позитивному моему, знаете, настрою, Трамп все это начинает понимать сейчас. И, пожалуйста, то, что Витков, Шмидков едет, это не обращайте на это внимания. Он как поедет, так и вернется, не солоно хлебавший. Сегодня плевать хотели у нас республиканцы на поездки Виткова после того, что сказал конгрессмен Бейкон. Он предатель, он не имеет права представлять Америку на международном уровне. Это, знаете, мы сегодня говорили просто об Ермаке и Зеленском, да, как Зеленский, несмотря на коррупционный скандал, да, и несмотря на требования там отдельных представителей гражданских, общественных организаций, там, да, вот, ну, он все равно только сейчас пришел к тому, что вот отправил Ермака в отставку. Это возникали, я понимаю, вопросы там у людей. А что Витков-то такого Трампу сделал? Ну, скандал на скандале, а он его все держит, опять в Москву отправляет. Якобы даже Витков стал тем человеком, сейчас я нашим зрителям просто расскажу, из-за которого Украина до сих пор, кстати, томагавки не получила. Именно он убедил Трампа поговорить с Путиным, прислушаться к позиции Путина. Вероятно, бы и ракеты уже были у нас. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Именно он убедил Трампа поговорить с Путиным, прислушаться к позиции Путина. Вероятно, бы и ракеты уже были у нас. Совершенно верно. Другими словами, ту роль, которую, скорее всего, Ермак играет в Украине, точно такую роль Витков играет сегодня, вот такую роль играет сегодня у нас в Америке. Причем и то, и другое ужасно. Я, простите, опережаю события, потому что обвинение против Ермака еще не предъявлено. Так же, как же против Виткова. Не предъявлено даже подозрение, дорогой Борис. Да, даже подозрение. Но ведь, слушайте, не надо быть семипядей во лбу. Еще раз повторяю, НАБУ имеет прекрасное понимание той ответственности, которую она несет. Знаете, вот потребовав отставки вот этого вот Ермака, понимают они, на что они замахнулись. То есть у них есть основания потребовать этого, и я не исключаю, в течение ближайших 3-4 дней мы будем знать главную причину отставки вот этого Ермака. И даже уже, ну, я не думаю, что он будет свидетелем, могут быть даже обвинения, вполне возможно. Так что то ли еще будет, в этом нет никакого... Дорогой Борис, то ли еще будет? Совершенно, да. Правильно, с Витковым то же самое, параллельно. Вы знаете, этот Бейкон не просто так это сказал. Он прекрасно знает мнение ряда влиятельнейших конгрессменов и сенаторов по отношению к Виткову. 100%. Я вам приведу пример. Вы знаете о том, что у нас есть закон, или Логан Акт, есть такой закон, который был принят еще, вы знаете, во время президента Адамса, согласно которому еще, вы знаете, в 18 веке, когда у нас были натянутые отношения между Америкой и Францией, вот тогда некий Логан, будучи частным лицом, поехал во Францию защищать наши национальные интересы. И вот Конгресс тогда встрепенулся и задал вопрос, кто такой Логан, кто его обязывал это делать. И осудили это, запретили вот таким частным лицам представлять интересы Америки.
И был принят Логан-акт, так называемый, который запрещает частным лицам заниматься защитой национальных интересов Америки за рубежом. Да, но в нашем случае Логан-акт не работает. Почему? Потому что речь идет об отношениях между двумя зарубежными странами. Так отделывается Трамп. Он говорит, Америка-то здесь не участвует, мы посредники. Витков является посредником между Украиной и Россией. То есть Америка здесь не имеет никакого отношения. Но зацепка будет, у нас есть комитет этики. Зацепка будет в комитете этики в том, что Трамп топчет наши национальные интересы. Чем? Продавая чужую территорию. Он так и назвал. Идет сделка. Да, Витков делает сделку так, как, например, можно продавать дом. У нас в Манхэттене, на чем нажил миллиарды этот Витков, мы еще, мир будет знать, каким образом, обязательно. Там купля-продажа. Я тебе это, ты мне это. Сегодня вот этим занимается Витков в политике. Причем, знаете, оплевывая, унижая Америку на международном уровне, вступая в сделку с преступником, место которого я уже не раз говорил на скамье подсудимых. Причем самое страшное, что Сенат его не уполномачивал. Сенат имеет право спрашивать с Марко Рубио. Потому что именно Марко Рубио проходил тест в Сенате, который уполномочил его госсекретарем. А этот, он с улицы, этот вот Витков, его не может сегодня Сенат вызвать. Но имейте в виду, когда будут достоверные доказательства его преступного отношения по отношению к Америке, знаете, реальные, я не исключаю, что Конгресс останется в стороне, что-то произойдет. И тем не менее им разбираться будут обязательно. Так вот, я перехожу, я уже начал говорить о том, что у нас происходит сегодня. Пожалуйста, неважно, с чем вернется этот самый Витков. И плюс к этому, сегодня сам Путин поднасолил Трампу вчерашним своим заявлением, что он ни на одну йоту не собирается идти на уступки. Тогда спрашивают, зачем Витков едет? Зачем? Приносить новую информацию против Трампа? Показывать ему, как надо обрабатывать Трампа для достижения своей цели, для уничтожения не только Украины, но и Америки? Вот это очень важно. Поэтому давайте это оставим в стороне. Я хочу вернуться вот к тому, что происходит внутри нашей страны. Это общественное мнение, это Конгресс. И, конечно же, Трампу ничего не останется после полнейшего провала в недостижении сделки, а сделки не будет, запомните мои слова, я говорил и буду говорить, никакой сделки не будет. Какая бы ситуация внутри Украины ни была, пусть 1000 раз, пусть даже Зеленский уйдет, никогда, потому что, друзья мои, запомните, мы ориентированы не на личность какую-то, на украинский народ, которому нет сегодня равных. 1000 раз спасибо великому украинскому солдату, несгибаемому, непобедимому. Вот это у нас в умах. И вот эти 83% республиканцев и 64% простого американского народа – это Украина. Это не Зеленский, Шмеленский. Нет. Украина. Запомните это. Поэтому так оно и останется. И у Трампа, который еще раз после провала, который он имел 15 августа на Аляске, еще раз сейчас получит по лбу тем же Путиным. И вот только тогда, когда Трамп будет вынужден, опять-таки, под нажимом общественности американской спохватиться, и томагавки полетят, даже без объявления. Так что, ребята мои, не расстраивайтесь, абсолютно страшного такого ничего нет, хотя аморально видит все, что происходит в нашей верхушке, администрации нашей, и то, что Марко Рубио, большой друг Украины, еле сдерживается, который уже не сдержался и сказал, что это не предложение о мире, это список желаний Путина.
wish-list, как он сказал. Правильно, так оно и есть. У него вырвалось это. Он сказал то, что у него на душе. Так вот, я не исключаю, я скажу вам честно, я бы на место Марко Рубио хлопнул бы дверью и сказал: Трампуша, пошел ты знаешь куда? Я такое больше терпеть не могу. Ты антиамериканист. Я не могу быть в твоей команде. И не представляете, как бы вырос рейтинг этого Марко Рубио. У него была бы прямая дорога на Белый дом в 28 году. Даже демократы бы его поддержали. Представьте себе. Я не говорю о нашем рейгановском крыле республиканской партии. Вот это было бы здорово. Ну, до этого, видимо, далеко, а может быть, оно никогда не произойдет. И тем не менее, Марко Рубио был и остается противовесом вот той команде, которую я назвал, правых радикалов во главе с Венсом. Вот это сегодня. Сегодня дуэт Венс-Витков. Вот один дуэт, который направлен на, знаете, тем, чтобы Украина сдалась и подыграть Путину. Вот. И опять-таки, вы знаете, я не могу не сказать, почему так происходит. Вы знаете, что еще? У Трампа нет успехов в контакте с Китаем. Не получается у него. Он загнул эти тарифные свои ставки так высоко, что Китай не идет навстречу Трампу. И теперь этот наускивает Венс Трампу, говорит: слушай, вот видишь, Китаем не получается, давай с Россией дружить, давай оторвем ее от Китая. То есть та самая догма несбыточная, позорная, антиамериканская, которую мы не раз с вами говорили в эфирах, оторвать Россию от Китая. Вот это еще витает над головой Трампа. Но у него не получится, вы поймите, не получится. Почему? Потому что все факты говорят о том, что главным врагом Путина является именно Америка. Мы напоминаем, лоббируя, что не тот ли Путин буквально месяц-два назад угрожал буревестниками против Америки, не тот ли Путин, который угрожал Посейдонами, подняв цунами, затопить весь восточный берег Америки, в том числе Мар-а-Лагу, Майами, где живет Трамп. Это же были слова Путина и его окружения. Вы понимаете, вот это. Ну, видите ли, у Трамп, который может терпеть, когда его называешь фашистом, даже в его присутствии, вот это вот Мандами, этого нового мэра, марксиста, антисемита, который выиграл выборы в мэра Нью-Йорка, Трамп открыто, значит, смеется даже, когда ему журналист задает вопрос: вот вы терпите, что он называет вас фашистом? А он говорит: да, соглашайся, да, скажи да. Вот это бессовестность, я вам скажу, и аморальность, на мой взгляд. Это не должно быть достойно. Понимаете как? Поэтому вы заканчиваете всегда на позитивной ноте. Ну хрен им, давайте так и скажем. Да, так оно и есть, так оно и есть. Поэтому будем говорить, знаете, будем концентрироваться на американский народ. Именно американский народ сегодня един. Вот цифры мы уже с вами привели. В Конгрессе растет число республиканцев, которые не приемлят политику Трампа по отношению к Украине. Никакого мира в обмен на территории быть не может. Категорически. История показала, к чему она приводит. Любое бесчестие желанием избежать войны приводит к тому, что мы будем иметь и бесчестие, и войну. Вот это Трамп должен понимать. Пытаемся донести до него это, и это доходит до него. Будет это. И поэтому то, что происходит сегодня в Украине, коррупционные скандалы, еще раз я говорю, честь и хвала украинскому народу, который может не только защищать свои земли, свою страну, свои семьи, но и самоочищаться от этой нечисти коррупционной, которая свойственна всем странам мира, друзья мои. Пожалуйста, не сокрушайтесь. Мы возмущаемся одному. Надо было раньше это сделать, намного раньше. Вина в этом Зеленского есть. Он должен был этим заняться давно. Понимаете как? Он ведь обещал, он когда был соперником Порошенко, он обещал борьбу с коррупцией. Увы, на должном уровне этого мы не увидели.
Ну, И друзья, вот ваши слова да. поддержки, да, украинскому президенту оставляйте в комментариях. Самое главное, поддерживайте наши вооруженные силы. Это наша главная Только, гарантия да, безопасности, да. несмотря на все. Вся информация есть в описании к этому видео. Как это сделать? Поддержали ли вы Владимира Зеленского на предстоящих в Украине выборах после окончания войны? Как поменялось ваше отношение из-за коррупционного скандала? Интересно ваше мнение услышать. Пишите его в комментариях. Под этим видео найдете ссылку на YouTube-канал Бориса Пинкуса. Борис, вас благодарю, как всегда, за реалистичный, но в то же время вдохновляющий взгляд на вещи. Друзья, лайки этой беседе поставьте. Борис, спасибо. Ребята, я в заключение скажу. Мы сегодня подходим к той точке апогеи, которая может повернуть все в пользу Украины. Сегодня все обнажено настолько, что прикрывать, знаете, отдельные места фиговым листочком не получится. Ни Америке, ни Европе. Сегодня мы все свидетели того, что происходит в Украине. Украина – это просто необыкновенная планета, я вам скажу честно. Молодцы, умеют бороться. НАБУ, 1000 раз спасибо НАБУ. Вот это образец. Какая страна с диктаторским режимом может на это пойти, вы мне скажите. Забудьте про это путинский режим. Любая диктаторская страна не может на это пойти. Украина пошла. 1000 раз есть спасибо за это. Это, наоборот, нам дает силы утыкать носы тем негодяям, которые, по крайней мере, нейтральны, а по большей степени они даже против оказания помощи Украине. А мы говорим, негодяи, смотрите, коррупция есть даже в Америке. Буризма, например, тоже Байден, президент брал миллионами, уже доклад скоро раскрутит это. Я не говорю про Европу. Шродеризация везде. Пожалуйста, президент Франции, пожалуйста, коррупция еще какая. Вы понимаете, везде это есть. А то, что в Украине, это наследие от советского прошлого. Ну, главное, это борьба, дорогой Борис. Правильно, борьба. правильно. Главное, что народ в себе имеет дух бороться с этим, защищать себя, свою порядочность, свою будущность, свою государственность. В этом Украина уникальна. Сегодня, показывая Западу пример, каким надо быть. Еще ни одна страна в таких экстремальных условиях не была, не демонстрируя сопротивление варварам, превосходящим как в количестве и качестве, да еще сама очищаясь, борясь с внутренними врагами. Честь и хвала. 1000 раз спасибо Украине. Спасибо вам за вашу работу, спасибо вам за вашу поддержку. И, конечно, спасибо, друзья, вам за то, что были с нами. Да. Отправьте это видео близким, для того, чтобы большее количество людей слышало правду. Это очень и очень важно. Борис, вам спасибо и до новых встреч. До свидания. Спасибо большое, дорогие. Слава Украине, слава великому украинскому солдату. Самое главное. Героям слава, да, и Боже, храни Америку. До новых встреч, до свидания. Спасибо, дорогой.